Добрый день, друзья! Рад вас снова приветствовать у себя на канале. Мое хобби – кожевенное дело, имеет как плюсы, так и минусы. К минусам можно отнести то, что это довольно затратная вещь, постоянно тратишь деньги на кожу, на инструменты, на все. И так как я не занимаюсь продажами, то, наверное, возврат денег пока не предвидится, тех, которые я потратил. Но в то же время есть неоспоримые плюсы этого хобби. Это то, что я могу изделия, которые делаю для себя, для своих любимых, родных и близких, сделать так, как именно мне этого хочется. Поэтому в одном из своих предыдущих видео, оно где-то здесь будет ссылка в правом верхнем углу, несколько раз я делал такое портмоне на выкройках Сергея Никитина. И оно мне нравится, оно простое, удобное, но в то же время в носке оно показало, что мне чего-то в нем не хватает, в самом портмоне. Поэтому, если что-то мне не хватает, если что-то вас не удовлетворяет, и вы занимаетесь кожевенным делом, то нет ничего проще, чем просто взять и придумать все, как это хочется вам конкретно, сделать это самому. Поэтому я просто сел за компьютер, открыл программу для черчения и начал набрасывать портмоне по своему желанию, так как бы мне хотелось бы. Я замерил все необходимые документы: паспорт, какие-то карточки, удостоверение личности. Вот у меня изображает это технический приказ, техническое удостоверение на машину такого размера. И на основании этих размеров я сделал вот какой-то вот такой вот портмоне. Потом немножко подумал, посмотрел в то портмоне, которое на постоянной основе я ношу с собой, увидел, что там у меня карточек чуть больше, чем влазит вот в этот документ. Поэтому я изменил вот этот портмоне, сделал такой вот, как бы, макет, что ли, чтобы посмотреть, как оно будет выглядеть. Я немножко его изменил и сделал вот такого типа портмоне. Там добавился еще один кармашек. Эти кармашки внутри, в этой стороне, будет больше карточек, то есть 4 карточки, здесь 5 и здесь 6. То есть 6 отделений для карточек, одно отделение для технического паспорта на автомобиле и одно отделение до паспорта. И на задней стороне я решил попробовать сделать кармашек для бумажных купюр. Что из этого получится, я не знаю. Полностью чертеж сделал сам. Он еще в таком вот виде не совсем понятном, готовом. Но уже даже когда вот я на компьютере собирал эти все кармашки, я понимал уже некоторые нюансы. Допустим, вот здесь прошивка от второго кармана. Я вижу, что она выглядывает из-за последнего кармашка. Поэтому здесь надо обратить внимание, прошивать нужно чуть дальше начинать. То есть вот такие вот нюансы, они могут выскочить. Что выскочит во время производства этого изделия, я не знаю, никто этого не знает. Получится у меня это изделие, либо не получится, тоже никто не знает. И в связи с этим у меня возник вопрос, а из чего мне это изделие делать? Так как, опять же, это хобби, больших объемов кожи у меня нету, я обычно покупаю кожу под конкретные проекты, но тем не менее что-то я когда-то покупал, и вот у меня образовался вот такой вот кусок кожи и остаток вот такой кожи. И вот из двух этих кож я решил сделать это портмоне. Чем эта кожа хороша? Первое, во-первых, это Pueblo, и оно мне просто нравится. Мне нравится работать с этой кожей. Есть у нее большой минус, это толщина. Толщина этой кожи 2 мм, а в этом портмоне в некоторых местах, вот, допустим, вот здесь будет аж 4 слоя кожи сходиться вот по этой части, по нижней и вот здесь вот. Поэтому нужно это учитывать. И так как я в предыдущем видео, опять же, ссылка будет где-то здесь на экране, я покупал инструменты. Вот есть у меня такой французский шерфователь. Да, это может быть будет долго, но тем не менее, я думаю, это будет лучше, чем тот шерфователь, который у меня был до этого. Поэтому я надеюсь, что из этой кожи я каким-то образом все-таки постараюсь сделать это портмоне. Еще раз повторюсь, кожа может быть и по цветам не самый идеальный вариант, подходящий. Но она мне просто есть. И это изделие, это такое тренировочное изделие. Хотя вполне возможно, если все хорошо получится, я его просто буду носить опять же на постоянной основе. Поэтому, если вам интересно, что у меня получится в конце, не отключайтесь, продолжайте смотреть. Давайте вместе сделаем это изделие и увидим, что у нас получится. Я разложил элементы портмоне в
в том порядке, как я буду, из какой кожи я их буду делать. Значит, я решил, что задняя часть портмоне будет из более тонкой зеленой кожи. И, наверное, вот эти два кармашка я тоже сделаю из этой кожи. А вот эти элементы изделия будут сделаны из кожи Pueblo, такого темно-красного бордового цвета. Поэтому для чего это делается? Чтобы мне понимать, какой мне кусок кожи нужно отрезать. И этот целый кусок кожи я буду шерфовать. То есть мне придется его сделать хотя бы в половину практически, может быть там на 0,5 мм, может быть 0,6 мм тоньше, чтобы вот все эти куски кожи не получались очень толстые. Не знаю, что будет в этом получаться, но тем не менее попробуем все это дело сейчас сделать. Ну вот, шерфование кожи я закончил. И могу сказать, что этот процесс абсолютно нормальный, приятный, но с одним условием, когда у тебя хорошие инструменты. И я вот делал обзор на эти инструменты от фирмы Oka Factory и могу подтвердить, что да, это шикарный инструмент для шерфования кожи, для работы с кожей. Что мне понравилось? Мне понравилось, что этот бевел очень хорошо держит заточку. В принципе, хватает на один слой где-то вот сантиметров так, ну, 15-25, даже может быть 30 сантиметров длиной. В один слой можно беспроблемно на одной заточке снять. За одно движение снимается примерно где-то от 0,3 до 0,5 миллиметров толщины. Поэтому вот этот кусок кожи, который длиной порядка 60 с лишним сантиметров и шириной 15 сантиметров, на все шерфование у меня ушло порядка, может быть, где-то полчаса 40 минут. Опять же, просто нужно еще привыкнуть к этому инструменту, привыкнуть к углу, с которым работать, как он снимает и так далее. Многие могут задать вопрос, почему я не нарезал кусочки кожи и не шерфовал кусочки кожи, элементы кошелька, а делал такой большой кусок. Вроде бы и расход побольше кожи будет, и работы больше. Но в этом есть одна причина, которую я подумал сначала и в принципе был прав, наверное. Речь идет о том, что когда работаешь с маленькими кусочками, у тебя на каждом элементе получается 4 края, 4 стороны, как минимум, края. И вот именно этим инструментом работать с краю довольно тяжело. Вот пример. Ну, может быть, это я так грубо сделал, но это пример того, что видите, как неровно заскочил. Потому что если чуть-чуть вот на краешке находится бевел на краешке кожи, и когда он посередине, тут понятно, она держит два края, держится на коже. А если он сбоку, то один край только чуть-чуть может быть упасть ниже. И если вы неровно чуть-чуть этот край завалите вниз, то произойдет то, что произошло вот здесь. Я захватил эти края. Получается, что в большом куске кожи у меня 4 края, а в маленьком, там, допустим, 6 элементов, и у каждого 4 края. Поэтому там 4 раза больше нужно будет
внимательности, 4 раза больше будет так сложности с каким-то с обработкой этого края. Да, понимаю, что можно будет его отдельно там обратить на него внимание. Да, все это можно сделать, и может быть и с опытом будет получаться, и маленькие элементы будут быстро. Но мне почему-то показалось, что обрабатывать большой кусок кожи будет очень быстро. Вот на видео там было видно, что у меня в принципе никаких проблем не вызвало. И я сделал даже эту кожу в двух размерах. Вот эта часть там для двух элементов где-то порядка миллиметра. А вот эта остальная часть у меня будет где-то порядка миллиметра 4, миллиметра 3. Я считаю, что этого будет достаточно. Может быть толстовато, ну, для первого изделия потом пойму, нужно ли мне еще более тонкие куски кожи. Поэтому вот с такого куска кожи 40 минут работы, хороший бевел, хороший шорный нож. Для чего еще шорный нож? Потому что когда работаешь бевелом, остаются такие, ну, бороздки, следы, потому что он имеет какую-то определенную толщину. Вот это 8 миллиметров, я считаю, что это в принципе, наверное, даже, ну, идеальный размер. Можно чуть больше, может быть 10 миллиметров. Меньше, ну, не знаю, вот для меня 8 показалось, что это очень удобно. И потом шорным ножом я чуть-чуть вот так вот подравнивал эти бороздки, прошелся еще по всей площади шорным ножом. И оно стало ну не гладким, а стало просто ровным. Я уже пальцами не чувствую этих бороздок. Поэтому, кстати, обращайте внимание, вот как ровность проверять. Вполне человеческие руки способны определять, где потолще, где потоньше кожа, где какие-то бугорки, может быть, остались. И потом, если чувствуете какой-то бугорок, просто возьмите потом чуть-чуть его подработайте в этом месте и все. То есть это небольшая проблема почувствовать все это дело руками, глазами. В принципе, вы все будете потом оценивать глазами. Поэтому, если на ваш взгляд это хорошо и ровно, значит и на большинство взглядов других людей будет хорошо и ровно. Так как это изделие экспериментальное, я пока не делал шаблоны на картоне, и у меня не получается хорошо приклеить шаблоны к коже, так чтобы это было аккуратно. Мне придется немножко помучиться и обводить именно шаблон специальной вот этой шариковой ручкой и вырезать уже его потом. Да, это небольшие неудобства, но изделие, как повторюсь, это экспериментальное. Здесь больше чуть-чуть надо внимания, потому что тонкая бумага, и чтобы не соскакивало, вот так вот приходится по чуть-чуть все это дело делать. Заранее я здесь проколол отверстие, потому что мне нужно будет понимать потом, как вот этот кармашек позиционировать на этой детали. Поэтому здесь специальное отверстие, которое не выходит за грань кармашка. И они здесь, получается, где-то там внутри будут проколоты. Надеюсь, прокололось. Да, там уже видно, вот оно есть. Но вот когда все элементы вырезаны, нужно обрабатывать, так как это кошелек для документов, для карточек, необходимо, чтобы карточки входили, выходили из кармашков легко. Ну, не совсем легко, чтобы не выпадали, но хотя бы уменьшить их трение.
Поэтому для этого нужно внутреннюю сторону кожи обработать чем-либо. Можно обрабатывать хоть водой, хоть КМЦ, хоть чем угодно. Ну, часто обрабатывал я до этого токанолом. Но вот в прошлом видео я пока в распаковке инструмента от фирмы Oka Factory, я показал, что вместе с инструментом я купил вот такой вот крем. Это что-то типа токанола. И в данном случае я решил, что буду использовать его. Посмотрим, как он будет себя вести на обработке внутренней поверхности. А потом я, естественно, обработаю и края кожи в тех местах, где это необходимо. Все, буду сегодня все делать вот этим кремом. И в конце, наверное, скажу свое мнение об этом креме. Понравилось или не понравилось мне с ним работать. Ну вот я обработал внутреннюю сторону клапана и в принципе практически не ощутил разницу между токанолом. Может быть, но это опять же, я не говорю, что это так оно и есть, это может быть такие внутренние чувства какие-то. Из-за того, что она более жидкая, то вот как бы момент отвердевания, момент, когда уже становится более гладкой поверхность, происходит чуть-чуть позже, чем у токанола. Но это настолько минимальный какой-то разрыв, что вот сейчас уже все, уже ощущение такое, как будто я обработал токанола. После того, как была обработана внутренняя сторона вот этим кремом, нужно понять, какие грани нужно обрабатывать крамкорезом и, опять же, этим кремом. Это внешняя сторона кошелька, где будут лежать купюры. Она будет прошиваться по 3 сторонам, значит, нужно обработать одну сторону. Эти 2 кармашка, они будут видны, лежать прямо на поверхности, поэтому здесь нужно обработать все стороны. Потом это прошивается. А вот эти 4 кармана пришивается по 3 сторонам к подкладке. Поэтому можно обработать сейчас только вот эти внутренние стороны. А внешние стороны, вот эти, они будут обработаны уже, когда будут сшиты все вместе за один проход. Поэтому сейчас просто будем обрабатывать крамкорезом и по очереди каждую из этих сторон. Выбирается та сторона, которая у вас будет сверху, и просто крамкорезом проходим ее. Вполне достаточно, вполне приличная кромка получается. Но вот наступает момент, когда нужно изделие собрать. И как я в самом начале ролика говорил, существует несколько проблем при сборке изделия, когда ты не пробиваешь заранее отверстия, не делаешь такой шаблон с отверстиями, а приходится пробивать их прямо по месту. Значит, смысл в чем? Мне нужно собрать
вот эту часть изделия так, чтобы были вот эта часть и вот эта часть. Они должны прошиться насквозь. Но на этом кармашке, на последнем, сверху должен быть еще вот этот кармашек для карточки. И, естественно, этот шов, который здесь будет проходить, он должен будет быть где-то под ним. Как это все сделать? Единственный вариант, который я придумал пока, это сделать первое. Вот этот кармашек, первый, пришить, не пришивая, а просто пробить отверстие, снять этот кармашек. Потом вот эти три элемента изделия пробить отверстие, прошить до определенной длины, которую я примерно высчитал. И потом уже вот этот кармашек пришивать вот в таком виде. То есть здесь уже будут готовые отверстия, они будут совпадать. И я просто вот так вот прошью. И когда этот кармашек получится пришитым к этому элементу, то у меня и получится искомая конструкция. Все три элемента будут пришиты между собой. И вот эти края я потом просто опять же размечаю и пробиваю насквозь полностью все это изделие, все 4, там здесь получится у меня в этом месте получится 4 слоя. Задача не из легких, наверное, для меня, как для начинающего, но я думаю, каким-то образом мы все это дело справимся.
Основную часть такой сложной сборки закончена. Теперь мне остается вот то, что я говорил в самом начале. Вот этот элемент был довольно сложно сделать, прошить, так чтобы все это было скрыто. И вот во время прошивания я столкнулся с задачей, ну, с маленькой такой ошибкой. Всегда во время работы приходится подправлять себя, когда делаешь особенно изделие в первый раз. Вот по идее, вот этот шов, который здесь получился, его бы хорошо бы было бы по уму простучать молоточком, чтобы он был гладкий, ровный, потому что сюда будет входить документ, ну, чтобы там, может быть, какие-то вмятины не оставались. Но я этого не сделал, а уже прошил вот этот кармашек. Поэтому ничего страшного в этом я не вижу. Делаем следующим образом. Берем вот так вот что-то такое плоское, металлическое, вводим, переворачиваем и обычным молоточком потихонечку простукиваем. Здесь оно немножко прыгает в размерах, поэтому в принципе можно уже с этой стороны чуть-чуть простучать, чтобы толщина не была. Вот. И таким образом мы выходим из этой ситуации.
За кадром я из своего любимого портмоне, которое было сшито по лекалам Сергея Никитина, все документы, которые я вот носил уже полгода, все документы я переложил в новое портмоне. Здесь удобно себя чувствует. Права, карман для технического паспорта и еще плюс какие-то там необходимые бумаги. Паспорт, 4 кармашка для карточек, в 3 у меня лежат какие-то карты, а в 4 у меня лежит визитки. Я рассчитывал длину вот этой части так, чтобы он закрывался и эти визитки не гнулись, не ломались. И кармашек для удостоверения личности. Так как у меня есть привычка всегда в документах носить мелкие деньги, там, где у меня права лежат, чтобы всегда у меня были какие-то мелкие деньги, я предусмотрел сзади карман для купюр. И здесь вполне неплохо себя чувствует, по-моему, здесь 11 или 12 каких-то купюр. Так что мне какая-то сумма денег вполне может находиться сзади в этом кармашке. Что мне нравится, что не нравится в этом кошельке, это так как этот полностью шаблон делал я сам, есть какие-то еще нюансы. Можно чуть-чуть сузить отступ, чтобы паспорт более легко входил и выходил. Он сейчас входит, выходит, но чуть-чуть так туго, может еще разработается. Я бы сделал 4 миллиметра отступ, и тогда он будет вообще отлично входить и выходить. Края закруглил бы высечкой, чтобы здесь сделать шов полукруглый и не приходилось мне ловить расстояние. То есть вот это расстояние я бы уже чуть-чуть подсчитал под длину шва. В принципе 4 миллиметра на зуб мне нравится такой шов, но было бы еще лучше, если бы оно просто полностью было идеально сходились в углах там эти отверстия. Это надо будет доработать шаблон. Поэтому шаблон как бы мой, ничего сложного для меня этого не будет. Ну и как говорил, вот эти вот уголки этих кармашков тоже сделать нужно закругленными. Тогда будет более приятно смотреться. И здесь можно шов чуть поменьше сделать. Карточки в принципе легко входят и выходят, но просто чтобы они были одинаковые. Поэтому есть еще нюансы, над которыми следует поработать. Но я надеюсь, что вы мне в комментариях, может быть, что-то подскажете, выскажите свое мнение, поставите лайк либо дизлайк. Я буду понимать, понравилось ли вам это изделие. Напишите мнение, давайте как-то пообщаемся. Может, кто-то захочет стать спонсором канала, было бы очень приятно. Потому что я не занимаюсь продажами, я только делаю, вот это мое хобби, и стараюсь делиться с вами своими какими-то новыми полученными знаниями. Поэтому желаю вам всего хорошего, всего доброго. Главное, чтобы все мы были здоровыми, мира всем нам и всего вам доброго. До новых встреч.